Всем привет! Сейчас немножко расскажу про рисование линерами и маркерами для скетчинга. Сначала покажу вот эту вот исходную работу. Это моя графика. Меня зовут Эдуард Кичигин. Я делаю такие симпатичные графические истории и о том, как работать вот в этой графике такими инструментами. И сначала я покажу вот эти вот графические штучки, которые часто со мной. Это маркер, скетч-маркер. Вот так он выглядит, как такое долото, немножко как стамеска, очень похоже. И вот такой вот Liner Pigma Graphics. Он выглядит примерно то же самое, но пишет более тонко и более эстетично. Довольно-таки большой лист, формат А2. Вот вы можете сравнить с рукой, например. И такая же графика. Вот сейчас покажу. Вот. Такой большой, очень большой размер. И много интенсивно проработанной детализированной графики. Посмотрим чуть-чуть в деталях. Я пролечусь над рисунком. Вы смотрите, каким образом все вот эти вот графические истории работают. Выглядит, может быть, чуть-чуть сложновато, но на самом деле все построено из очень простых элементов. И если идти по правильной истории, то можно делать такие рисунки. Немножко обо мне, кто я, что я. Меня зовут Эдуард Кичигин, и вот написано, где я работал, кем я работаю, как я работаю. И можно поставить на паузу и посмотреть подробно. И чтобы было удобно сравнить размер листа, например, со мной, вот он примерно так. И вот он на стене, и вот он рядом со мной. Большой листик, прям большой. И вот этот тоже, вот он. Такая не маленькая история, но пускай вас это не пугает, это все довольно достижимо. Подробные уроки по тому, как рисовать такую графику, у меня на моем Boosty сервисе, ссылка в описании к видео и в шапке профиля. Приходите, подписывайтесь, там за смешной тариф, всего 400 рублей в месяц, вы можете понять без драматизма, как делать и такую графику, и такую графику, и, например, еще супер практичные проектные истории. Это из моего проектирования ландшафтного архитектурного прошлого лета, деревянный комплекс. Вот виды сверху, подписи, что, как должно работать. Это ландшафтное проектирование и архитектурное проектирование. Вот примеры разработки иконостаса. Это тоже все графика. Так что это все довольно практичная история. И практичная, и эстетичная. Чтобы научиться ей, можно подписаться на меня. Сейчас пройдусь по некоторым моментам, которые, в общем-то, тоже очень-очень-очень важны для понимания всей этой большой структуры. Я расскажу, как я это делаю, и я уверен, что если вы практикуете, если вы достаточно упорны, то вы сможете понять это и делать такую же симпатичную историю. В общем, что я для этого использую? Давайте посмотрим на инструменты вблизи. Вот это скетч-маркер. Вот он такой. Сейчас покажу название. Вот он. И у него скошенный угол. Он может писать остро, он может писать жирно. И это мы можем увидеть, например, вот здесь. Такое окно я провожу одним движением вот этого маркера. Или вот так, тык-дык. Или вот так. То же самое, например, вот с этими областями. И то же самое вот с этими большими интенсивными областями. Чем в данном случае хорошо рисовать маркером? Потому что мы получаем и очень тонкую линию, и супер большую, супер толстую. И если, например, у нас формат рисунка большой, для того, чтобы быстро заполнить все это пространство какой-то графической историей, у меня, например, это домики, у кого-то другого могут быть другие истории, то для этого хорошо бы иметь инструмент, который сразу же может писать и тонкую линию, и широкую линию, для того, чтобы делать и тонкую детализацию, и подчеркивать там теневые области, те интенсивные. Это супер удобно применяется на практике. Когда, например, я нарисовал какую-то форму, и мне нужно дать ей тенеобразование. Я могу это сделать этой жирной стороной, вот так, прям практически одним движением. И вот здесь сделать интенсивную тень. Или могу прорабатывать это все с таким наклоном,
вот этого пишущего стержня. Чуть-чуть поворачиваю его под наклоном, приношу тенюшки, и все это складывается в симпатичную картину. Как на рисунке детализации масса, то я начинаю скорее не вот с такого толстого маркера, а с такого толстенького линера. Он может писать еще более тонко, но не может набирать большие интенсивные плоскости. Поэтому я, например, могу начать прорабатывать какую-то, например, рисую окно. Вот я нарисовал его контур, и могу тут же принести туда тень. Если тени много, то мне проще использовать такой маркер. Если тени мало, то я могу обойтись и вот этим небольшим маркером. И тут же я могу рисовать, там, допустим, объемы деревьев. Рисую дерево, рисую симпатичные истории с листвой, рисую плоскость, на которой может стоять это дерево, и рисую человечка для самоштабности, чтобы все время быть в материале и все время не терять вот этого вот момента пропорциональности. Если вам интересно, как рисовать таких простых стилизованных человечков, у меня на этот счет есть отдельное видео. Посмотрите у меня на канале, там я все очень-очень-очень подробно разобрал. Вообще, я думаю, для вот этой вот рисовальной истории очень важна простота, потому что, ну, мой бэкграунд — это проектная графика, это ландшафтная, архитектурная графика, и там перебираешь много-много вариантов, и нужно сразу же их выкладывать куда-нибудь на лист, чтобы они были не только у тебя в голове, но чтобы их можно было обсудить с клиентом, показать другим. И поэтому мне важно, чтобы графика была простой, чтобы графика была эффектной, потому что мне нужна эффектность. Конечно, мне нужна эффектность. И для того, чтобы, ну, это все решалось каким-то очень небольшим набором инструментов. Для того, чтобы я не возил с собой там целый мольберт, чтобы создать какое-нибудь художественное произведение. И поэтому мне очень нравится графика, потому что она лаконична, потому что требует минимума инструментов, и потому что она все равно очень-очень-очень эффектная и благородная. Вот это мне дико нравится. Если вам тоже нравится, пишите в комментариях, что типа я не один такой, да. Для того, чтобы идти вот в такую вот большую, прям интенсивную историю, мы, в принципе, должны начать с чего-то. И когда я рисую вот такие вот штуки, у меня происходит такой генеративный подход. То есть я начинаю с какого-то небольшого фрагмента, рисую, допустим, часть домика. Вот она, нарисовал в ней оконные проемы, парочку. И это уже плюс-минус на меня накладывает понимание масштаба. То есть я примерно понимаю, в рамках чего, в рамках каких размеров я рисую все остальные формы. И вот здесь уже нарисован человечек, например. Я тоже рисую человечка. Вот он стоит, простой и симпатичный. И у меня начинается как бы точка отсчета. А что я делаю с этой точкой отсчета? Я начинаю развивать вот эту композицию. Как практически двигается весь этот момент. Мы рисуем начало какого-то домика, рисуем куст, рисуем человечка, и у нас есть все данные, которые нам необходимы для понимания самоштабности всей этой истории. Что такое самоштабность? Ну, самоштабность по отношению к человеку. Если мы нарисуем человечка и нарисуем вот человечек, нарисуем вот такой домик, то это не самоштабно человечку. Это самоштабно, например, собачки или кошечки. Это странно. Если домик нарисуем вот такой, то это примерно самоштабно человеку. Если мы нарисуем какой-то колоссальный домик, в котором этот человечек будет смотреться как муравей, то это будет тоже странно. Странно и не самоштабно. То есть мы следим, чтобы плюс-минус вот эта вот история самоштабности, она соблюдалась. И вот эти вот человечки такого размера могли жить в структуре вот этого размера. И потом я начинаю прибавлять, чуть детализировать. Например, я думаю, этому домику нужна крыша. И я хочу, чтобы крыша была более классичной, я ее делаю более плоской. Домику нужны стены, окей, я провожу две линии. Домику нужна история с входом и история с окнами, окей, я сразу же делаю такую плюс-минус историю с входом и окнами. Намечаю это все довольно условно. И перехожу к построению другого домика. И это получается как будто бы ты делаешь конструктор Лего. Как будто бы ты набираешь из простых форм, вот из таких. Сейчас покажу. Например, добил крышу, немножко положил туда тень,
Видите, это супер удобно делать, одновременно используя острый кончик и широкие возможности этого линера. И тут же сделал окно, вот так провел тень, и бамс, хорошо смотрится. Почему это выглядит хорошо и симпатично в целом? Потому что основа вот этого графического подхода — это работа пером и тушью. Для понимания эстетики это супер важно, потому что я заходил в эту историю вот с помощью вот этого. Это русское перо «Звездочка». Оно великолепно и превосходно совершенно. Мне очень нравится. И для того, чтобы сделать себе какой-то графический стиль, который будет выглядеть, вот я рисую, чтобы я не рисовал, чтобы оно все было симпатично. У меня была такая задача. Оказалось, что для этого очень хорошо подходит перо, потому что оно эстетизирует, и мои возможности художественно берет как бы за шкирку и поднимает наверх. Но это происходит, если делать правильные вещи. Где искать правильные вещи? Я мучился, но в современных стилях графики и скетчинга я такого не нашел. Мне пришлось обратиться к традиционным стилям, что делали старинные архитекторы, и смотря на них, на то, как они рисовали, у меня получилось некоторые моменты из них взять себе в рабочую практику. А если я взял себе в рабочую практику, это значит, что я отрабатываю их каждый день. Ну, просто я каждый день делаю свою работу, и мне нужно вот эти вот проекты, идеи нужно куда-то накидывать. И вот я накидываю их на бумагу. Сначала получалось так, не очень хорошо. Но постепенно, это на протяжении лет, наверное, 5 я сформировал вот такой вот графический стиль, который сейчас показываю и преподаю. Ну, вы поняли. Там ссылка внизу в описании к видео на мой платный сервис. Подписывайтесь. Вот. И это сформировало такой момент. То есть у меня были задачи эстетики, я работал в Италии, мне нужно было поддерживать уровень нормы, что я что-то в этом понимаю, а не делаю какой-то салат из рисунка странный. Вот. И поэтому получилось так. Проектов было много, рисовать приходилось очень много, поэтому некоторые вещи отпали или попали в долгий ящик, а некоторые они пришли, оптимизировались и пришли ко мне в рисование. Поэтому мне рисовать симпатично, довольно просто и быстро. То есть вот логика простая и ясная. Если проходиться по всей этой истории пером, то она станет намного более изощренной и намного более эффектной, потому что тени, которые дает линер, и линии, которые дает линер, они бездушные и сухие. И вот с этим ничего не сделаешь. А штрих, который дает перо, вот оно, русское перо «Звездочка», он очень эмоциональный, и подверженность нажатию, то есть мы ведем линером линию, она просто она прямая. Вот этим ведем и делаем нажатие. Вот эти вот зубчики у пера расходятся, и линия становится широкой и эффектной. И потому что я ставил себе руку именно на работе пером, когда я прихожу к линеру, я требую от линера той эстетики, которую мне давало перо. Я на 100% ее получить не могу, но процентов на 50 могу. Этих процентов 50 жалких, несчастных, ну, может быть, даже меньше хватает, чтобы делать вот такую вот графику в таком автоматическом режиме. То есть я понял, как это делается. Ну, соответственно, вот и рассказываю на моем YouTube-канале. Если вы понимаете, то пишите в комментариях, что понимаете, чтобы я понимал, что я не зря это делаю. И вот люди, которые смотрят, они тоже повторяют и практикуют. Вообще мне хочется, чтобы такой подход к рисованию, такая техника рисунка, она получила максимально возможное развитие в России, потому что я много работаю в Италии и в Европе, и я думаю, что я могу сделать для моей родины, я могу вот это вот, ну, тот уровень или те знания, которые я там наработал или получил, я могу рассказывать о них вот здесь, на моей родине. И поэтому у меня к вам просьба, если вы можете помочь этому процессу, как помочь, нужно делать репосты. Чем больше репостов, тем больше людей узнают про эту технику, тем больше людей, ну, увидят и попробуют, тем больше вот эта вот эстетика, она будет приходить и становится нормой для рисования. Вот что мне хочется. Мне хочется, чтобы не странные такие вот эти вот размазюки всякие были, а хорошая, стильная, крутая графика. Поэтому, пожалуйста, делайте репосты, чтобы, ну, там и друзья
все узнали про то, что, ну, есть такая возможность, вот можно прийти на YouTube, там 100-500 уроков у меня, и можно радостно научиться практиковать, и это не очень сложно. И, в общем, вот, мы таким образом развиваем вот эту вот историю. И когда мы переходим от домика к домику, чередуем его с такими деревьями, чередуем его с фактурой, например, про фактуру, смотрим на стенку, вот те вещи, которые поменьше, например, удобно делать с помощью этого линера. Он вообще не дает жирную линию, ну, то есть им трудно добиться такой прям интенсивной тени, но он симпатично делает штриховку. У него такая любопытная и симпатичная особенность. И когда мне нужно набрать штрихи, и я не хочу, точно не хочу делать это вот этим, потому что он слишком толстенький, не очень удобно делать вот этим, потому что он со временем стирается. То есть вот этот вот угол, он затупляется. Ну, лайфхак, его можно заточить. Как ни странно, линер можно заточить. Вот этот, он просто прям предназначен для того, чтобы работать с такой графикой. И начинаешь, берешь и вот так вот делаешь текстуру. Вот она, текстура. Тыдын, тыдын, тыдын. И так проходишься по тем областям, которые тебе нужны. То есть первый шаг — это формирование простых форм, самоштабных человеку, ритмизирование их между округлыми бионичными формами, которые деревья, и постепенное наращивание вот этой вот структуры. Насколько изощренно работает ваш мозг, настолько эффектной будет, например, вот эта вот ситуация с архитектурой. Настолько эффектно вы построите этот вот небольшой симпатичный мир. Или же вы рисуете людей, там то же самое с людьми будут, или с животными, или с ландшафтом, какие-нибудь зеленки там, или еще что-нибудь, или вообще космос, космические корабли. Вот так вот примерно развивается. Сначала один такой паттерн строим, потом выращиваем разные формы. Откуда брать эти формы, чтобы выращивать? Я, например, у меня из рабочей практики. Рабочая практика у меня требует от меня, чтобы я ее питал. А питаю я ее тем, что постоянно нахожусь. Вот мне повезло жить и родиться в Петербурге, и в нем превосходный архитектурный контекст. Его сделали итальянцы. Основу сделали итальянцы, это было превосходно. Я хожу, постоянно впитываю. Сейчас я катаюсь на моноколесе, и это дико удобно, потому что я стою, я никак не на велосипеде там согнулся, или комфортнее на самом деле, чем на самокате. Потому что у меня руки свободные, я могу фотографировать, я могу ехать с чашкой кофе. Вот так. Это классно. И я постоянно смотрю, вижу какой-то симпатичный домик, я заворачиваю, стою, думаю, минут 5-10 могу стоять. Но это, может быть, выглядит немного странно. Остановился человек где-то и смотрит в дом. Ну, на самом деле я кручу и вытаскиваю оттуда какие-то уже вот готовые эффектные паттерны, которые я могу дальше использовать в своем или проектировании, или рисовании. И так как я там 5 лет в Италии работаю, там тоже удалось насмотреться, и, соответственно, стараюсь огромное количество литературы по этой теме перерабатывать. И книжки, вот у меня там лежат многие умные. Там на Бусти я постоянно, ну не постоянно, иногда выкладываю редкие экземпляры, на которые мне удалось наткнуться. Вот это тоже черпаю. То есть вот из этого можно вытаскивать идеи, можно вытаскивать, что важно, эстетику и запал, драйвер. Вот они могли, значит, и я могу. Нужно потрудиться только сильно. И потом, когда у вас срослось, такая вот примерно большая симпатичная история, можно ее делать более детализированно, делая акценты. Вот, например, у меня здесь группа акцентов, темные окна. Вот здесь группа акцентов, вот здесь темные, вот здесь акценты. Чуть посветлее, потемнее, посветлее, потемнее, посветлее, потемнее, посветлее, потемнее или поинтенсивнее проработаннее. И вот таким образом дальше работать над рисунком. И вот это вот работает. Давайте посмотрим на эту графику вблизи. Все очень просто.
То есть практически вот с такими формами может справиться любой. Ничего сложного в этом нету. Ну, при условии того, что немножко отработает рисование таких форм. Потом эти формы нужно учиться складывать в общие композиции. И у меня есть видео, где я говорю про работу в композиции. Посмотрите, у меня на канале прям специальное видео для этого. И потом стараемся все это упорядочить. И получается такая большая симпатичная штука. Проработать, упорядочить, потом написать подпись. И бамс-бамс. У вас такие большие штуки. И то же самое происходит и там с моими проектными скетчбуками, где я разрабатываю идеи ландшафта, архитектуры, даже интерьера иногда, там, образ столика, концепция, перголы. Я рисую каким образом, почему такие формы, почему такие, везде делаю подписи вот этой логики, почему такая эстетика, почему такая эстетика, почему такая. И это все любопытно, симпатично и практично. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пожалуйста, делитесь моими видео, чтобы об этом больше узнавало людей, о таком типе графики. Ну, это важно, мне кажется, это важно. И если прямо хотите очень просто научиться, как можно меньше, безболезненно, максимально безболезненно, то самые подробные уроки у меня на сервисе Boosty внизу в описании к видео. Смотрите, переходите, подписывайтесь и рисуйте, как я. Я показал, что это несложно. Все построено на несложных, простых формах, только нужно организировать их в правильном порядке. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем хорошего дня. Всем чао-чао. Пока.